Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Второй расклад – события ближайшего будущего, события до конца месяца. Таро на неделю с 24 по 30 июня. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и вы свою ситуацию сумеете переложить на метафору карт. Эта неделя, 29 число, Лилит или Черная Луна входит в знак зодиака Весы. Это не есть один день или неделя. Это состояние Лилит в Весах продлится по март 2025 года. И мы знаем, что такое Лилит или Черная Луна. Это наши скрытые желания. Это то, что мы хотели бы осуществить. Это то, о чем мы никому не скажем. И вот в этот период жизни это будет рваться буквально наружу. Я напишу статью и опубликую во вкладке сообщества ссылку, следите, кому это интересно. А также в последующем планирую, по крайней мере, сделать пасьянс для всех знаков зодиака. Ну а мы с вами идем вперед. Что же для львов и львиц эта неделя? Будьте внимательны, для вас, мои дорогие львы и львицы, до конца 2024 года. Как задача, как план, максимум, минимум, да как угодно назовите, выстроить свою надежную финансовую стратегию. Июль, вторая уже половина года. Это то, чему нужно посвятить свое время. Причем не из расчета было бы неплохо. Нет, здесь какой-то возможен математический просчет конкретно, расчет, точнее рассчитать что-то нужно, или очень продуманно прикладывать свои усилия, думая, какой эквивалент или какое будущее именно по материальной части я себе сейчас создаю. Итак, что же на неделю? Что важно знать? Неожиданности или чего не избежать? Чему сейчас не время? Или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Какие энергии? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег. Личная жизнь. Что же для вас важно? Деньги. Вот все то, что я сказала. Сохранение. Это и самосохранение. Это и в принципе, когда есть как какую-то плату. И мы его должны удерживать. Мы сами больше придерживаемся каких-то традиций. Мы себя не тормошим. И должны в этот период жизни, в эту неделю, очень внимательно наблюдать за всем, что вокруг нас происходит. Мы не предпринимаем еще активных действий, но правильно, для того, чтобы их приложить, нужно в первую очередь оценить обстановку, обстоятельства, в которых вы находитесь. Конкретно карта жадины, я ее так называю, четверка пентаклей. Здесь могут быть как деньги в рост, например, которые вы не используете, смотря чем вы занимаетесь. Может быть, как вторичный доход, может быть, как рассмотрение дополнительных источников дохода или сама по себе какая-то ваша стратегия по части финансов. Неожиданность. Хотя эта карта не предполагает неожиданности. Вы можете познакомиться, в принципе, с человеком, который занимает высокую должность. И этот человек, его будет отличать то, что он имеет какие-то рычаги влияния. Или для вас может быть человек интересен тем, что он большой рационалист. Или он думает не так, как вы. Может быть, и вы будете в таких энергиях, кстати, мои дорогие львы, и вы даже удивитесь. Но надо же, куда-то делась моя горячность, где-то мое эго тоже на меня не давлеет, потому что есть определенный интерес. Да, у кого-то из вас вы будете конкретно заняты согласованиями по части документов, может быть, какими-то оформлениями, контрактами, соглашениями, и вам придется тоже использовать холодный ум, здравый смысл и никаких эмоций. Рационалист великий у нас король мечей. У кого-то из вас, мои дорогие, могут быть такие ситуации, когда мы можем столкнуться с сильными мира сего, с представителями власти. Могут быть по этой карте как и люди в погонах, так и люди в форме, имеется в виду даже врачи. То есть те, которые тоже отвечают за свои действия. И это те, которые
умеют что-то делать, как и своими руками, или которые великие специалисты, не побоюсь этого слова, которые знают решить как или разрулить какой-либо вопрос, потому что проходят еще и юристы, адвокаты, нотариусы, ну то есть высокие инстанции, какие-то ваши высокие помыслы, которые вы хотите реализовать в нашей конкретной жизни, и может быть все это требует согласований по документам. Понятно, что нужно быть реалистом дважды, себя нужно буквально беречь, и не время для того, чтобы куда-то спешить. Чему сейчас не время? Вообще выпадает какая-то пара. Вы знаете, вы можете познакомиться с человеком, как я уже сказала, и он вам будет очень интересен, словно вас с ним соединяет судьба. И вы знаете, такое знакомство может, я не о любви говорю, хотя кто знает, у вас вторая половина 24 года может как раз быть такой, что, знаете, как словно двери вам пространство какие-то открывает, и это будут новые люди в вашей жизни, в принципе. Для кого-то из вас это может быть планетарно новый социум, среди которого вам будет интересно, с одной стороны, находиться. Для кого-то социум будет совсем не тот, как было прежде, я имею в виду социальную лестницу, а люди, которые более на ступень стоят, а то и на две, выше вас. И вы можете вот на этой, если мы говорим конкретно неделе, столкнуться с человеком, может быть, и по работе, который руководитель, к примеру, ваш, или даже какой-то проверяющий. И вы с ним будете не согласны. И тогда чему сейчас не время? Настаивать на своей позиции, замышлять какой-то хитрый план. Пусть даже этот план будет основан на вас самих. Вот здесь что-то не сработает. Вот действительно, четверка пентаклей нам говорит, вот буквально ничего не предпринимай. Наблюдай, анализируй, сохраняй себя. Дальше время покажет. Видимо, обстоятельства еще не располагают к тому, что они отстроились окончательно, вы можете на основании этого строить какие-то мнения, суждения или от чего-то отталкиваться на долгий период времени, думая, что это незыблемо. Вот нет, вот не в эту неделю. Что вам будет помогать, когда вы готовы к неожиданностям? Вот буквально карта перемен, колесо фортуны. Когда вы не ставите догм перед собой, все где-то то, что я говорила. На примере я одного человека это рассказывала, у кого-то это может быть связано с обстоятельствами, с какими-то новостями. Будьте готовы собраться куда-то отправиться, будьте легки на подъем. Будьте готовы к тому, что если вам что-то предложат, нужно не отложить на завтра, а может быть сегодня, либо куда-то съездить и совершить важный разговор хотя бы. Или будет достаточно телефонного звонка, но ваша реакция на что-то предполагается, и это вам помогает. Ну и колесо фортуны, безусловно, особенно в этой колоде, это та карта, которая счастливые более перемены предполагает. Что скрыто? Вот правда, у кого-то сказала, да, и исходя из этих двух карт. А у кого-то будет так, что какая-то ваша личная история, мои дорогие львы, завяжется с человеком, а история-то начнется с того, что вам кто-то может не понравиться. Или не понравится ход мысли человека. Или вы с ним не будете соглашаться. А в последующем это для вас будет означать смена статуса, кто знает. Может быть, поэтому нам говорят, ты себе не навреди. Вот удерживай себя как от поспешных мыслей, от каких-то определений, от острого языка, вот собственного, да, иногда же хочется нам сказать, по части, когда мы не согласны особенно. Может быть, вы специалисты, вы что-то очень толковое предлагаете, или вы правильно видите обстановку, а человек, он выше вас по социальной лестнице, он совершенно не так как-то и видит, и думает, и понимает. И вот не должно быть для вас какой-то конфронтации. Не осложните себе на последующий период времени. Тут один какой-то неосторожный шаг и вам может очень навредить. А если вы пройдете элегантно, красиво вот этот период, как раз новые возможности, вот эти счастливые перемены, и у кого-то это проиграется смена статуса – и эта смена статуса, мои дорогие львы и львицы, может быть и по работе.
И тогда вы как раз и смените свой социум. И кто знает, кто-то из вас среди совершенно другого социума, и для тех, кто один или одна, может встретить свою вторую половинку. Вот есть такой подсмысл. Но вообще вам будет интересно жить, потому что люди будут другие, какая-то обстановка будет другая, но она будет не в ваших энергиях, а в совершенно других, холодно-рациональных, и к ним надо адаптироваться. У кого-то это может быть как документы, например, это то, что скрыто. Могут такие быть моменты, мои дорогие львы и львицы, когда за вами наблюдают. Поэтому 2 карты. Будьте внимательны. Сохраняйте себя, повторяюсь снова. Дела, работа, бизнес. Королева Пентаклей. У кого-то конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог. И есть какое-то взаимодействие, есть, может быть, помощь человека. У кого-то это ваш партнер или, может быть, человек, который имеет асцендент в одном из этих знаков. Но это те люди, которые умеют из хаоса создать порядок, которые умеют себе не навредить, которые умеют не опускать руки, те, которые с нуля буквально из ничего создают свой уют, свой порядок, свой комфорт, надеются только сами на себя. И королева Пентаклей – единственная карта во всей колоде Таро, как олицетворение человека, который свою мечту делает былью. У нас королева всегда прорисована среди райского сада, по преданию которой она создала своими руками. Может быть, эта карта вам советует, мои дорогие, все то, что касается дел, работы, бизнеса. Вы сейчас креативите, создаете самих себя, как будто заново, в каких-то других энергиях или с другими людьми, в каких-то других обстановках, и вы не можете действовать, как действовали прежде. Вам тут действительно нужно что-то, вот как свою мечту, реализовать в жизни. И для этого будут все возможности. Карта надежности в первую очередь. Поэтому что-то тут надежно. Деньги мы смотрим. 6 жезлов. Карта победителя. Деньги есть, деньги будут. Но вверху королева мечей. Не могу сказать, что эта неделя благоприятна для того, чтобы тратить деньги. И мы начали с карты жадины. Тем более это пентакли. Поэтому деньги мы не тратим. Вот эту победу мало завоевать или достичь какого-то уровня, высоту какую-то взять. А в последующем нам придется сохранять и быть внимательным к тому, что происходит вокруг нас. Деньги будут нужны для чего-то другого вам, мои дорогие львы и львицы. Поэтому благоприятный период и на деньги тоже. Но не в плане потратить на себя любимого, вот это точно. Или совершить какие-то грандиозные покупки. Тут ведь у вас могут быть такие перемены, которых вы пока еще не видите. Вы даже можете не предполагать, как в дальнейшем разовьются события. Поэтому берегите себя. Будьте жадинами, наверное, где-то от начала до конца. В хорошем смысле. И паж жезлов у нас выпадает на личную жизнь. Это решение какое-то. Или это может быть как олицетворение, новость, к вам приходит информация. У кого-то это может быть период, когда вопросы, которые связаны с вашими детьми, вы будете обустраивать. Но все же по пажу жезлов чаще это дела, работа, бизнес, безусловно, поскольку это жезлы. И здесь какое-то ваше решение, как начальное самое. Может быть, для кого-то я иду учиться, у кого-то изучать язык. Или вот какие-то события этой недели вас могут подтолкнуть к тому, что, мне не хватает знаний. Может быть, в какой-то узкой области. У кого-то это может касаться того, что мне сейчас нужно какую-то информацию, может быть, путем поиска в интернет даже, поискать, найти. Вот чем-то таким вы будете заняты, и я могу предположить, что, не совсем нам тут про любовь на эту неделю показывают. Но вы, лев, как будто занят совершенно другим. И у вас что-то получается. Более того, оно идет в рост. И поэтому не самый лучший период времени просто расслабиться. Тут наоборот, мы сохраняем и уже строим планы на будущее. Думаем, как свою мечту воплотить в жизнь и ищем наиболее удобные варианты для того, чтобы вы могли осуществить задуманное. А у кого-то буквально по части личной жизни может прийти какое-то известие
когда тоже вам вот как раз и придется с чем-то, у нас сверху колесо фортуны, как обстоятельства вашей жизни могут где-то измениться, мои дорогие. У кого-то это может измениться график работы, кстати. А у кого-то это обстановка вокруг вас. Меня смотрят люди из разных стран. И вполне вероятно, тогда вот эту новость нужно как-то додумать. Вы не можете что-то оставить без внимания на этой неделе. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.